Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. День добрый, вам в Пулково? Да. Ага, садитесь. Можно мне багажник открыть? А, да. Пристегнитесь. Хорошо. Чуть более весна пошла, да? Ну да. Ближе весна. Потеплело. Потеплее чуть-чуть, да, уже? Солнечный день прибавляется. Солнечный день прибавляется. Да, я сегодня даже обратил внимание на это особенно ярко. Почему? Потому что я проснулся и светло было. Ну, то есть я уже понял, что так уже светлеет раньше, и это прям позитив. Как нам немного в России нужно. Нам нужно просто, чтобы солнце чуть раньше вставало просто. Вот и все. Да. Ну или в Санкт-Петербурге. Вот, хотел сказать, да. Ну и почище, когда все-таки снега нет. Приятно. Почище, да. Ехать. Да. Да и вообще все делать приятнее. Потому что я вот не очень люблю. Ну ее, видимо, многие не... Что ж сегодня у меня такое прямо с речью непонятно. Видимо, вы на меня так повлияли. Да. Ну, мне кажется, да. Надеюсь, что нет. Ну просто все будет хорошо. Значит, грязь не любят. Все не любят грязь. Ну там, может, клюшки какие-то любят грязь. Машину надо чаще мыть. Машину надо Деньги чаще тратить. мыть. Обувь постоянно грязная, что меня раздражает. При входе домой тоже все коврики, все вот в этом вот непонятном, и меня это... Не будем о грязи, ладно? Все. Не будем. О грязи не будем. Алло. Да. Я в дороге в Пулково. А что случилось? И что решил? Ну, надеюсь на это. Ну, тогда будем с вами на связи. И как ситуация прояснится, вы мне отзвонитесь, пожалуйста, сразу. Я тогда напишу офис-менеджеру, чтобы билеты сдали. Ну да, неприятная ситуация. Ну ладно, спасибо. Все, до свидания. Что-то случилось у вас прям? Да. Ну, не конец света, я надеюсь, нет? Ну так. Ну, я так понял, что это сейчас вот. Сорвалась сделка очень крупная. Так, а вот вы про билеты сказали. Это мы чего у нас Да. сейчас? Мы едем или не едем в итоге? Нет, в аэропорт нам уже не нужно ехать. А, уже не нужно ехать. А что сорвалось? Нет, давайте сначала куда едем, чтобы, если что, вы могли развернуться. Да, надо подумать. А, хорошо. Давайте, хотите, я остановлюсь просто, да, где-нибудь? Да, давайте. Да, вы подумаете, да, и чтобы... Я просто так, я в такой растерянности, что я даже не знаю. А что сорвалось-то? Ну, я должна была поехать в Москву сегодня. Так. И ждать партнеров-акционеров из Германии. Так. И они должны были продать нам свою долю. И так как у нас ситуация сейчас располагает, мы могли сбить цену. И их не пропустили на таможне. То есть, и что будет через месяц, мы уже не знаем. Конечно. Ну, короче, все у вас... Ну, как-то так. Ну, может, не судьба. Может быть. Давайте я остановлюсь, просто вы тогда прикиньте, куда нам чего. Что у вас теперь
по плану? Ну, планов теперь уже нет. Так. Может быть, в ресторан, Ресторан. раз уж я... Сейчас я включу аварийку. Так, ну говорите тогда, что вам нужно. Вам нужно будет адрес поменять, если вы сами себе такси заказывали. Да, я думаю, можно поехать в Грека. А вы адрес, если можете, поменяйте. На Рыбацкой. А вы у себя наберите, ну, либо просто название ресторана он выдаст вам там и поменяется адрес у меня. Это на Петроградке же, да, по-моему? Да, там рядом. Ну, вы поменяйте, в общем. Ну, я вроде сделала, проверьте, пожалуйста. Сейчас. Да, все. Сейчас мы поедем. Так и а что, в ресторан? Заливать горе? Или на обед просто? Порадуй себя, хотя бы так. Порадуйте себя. Да. Хорошо. Так а бизнес-то вообще, я так понимаю, стоящий, если хотели, да? Тогда долю выкупить? Ну, то есть работал нормально? прибыль хорошая сейчас идет, расширяемся, и как раз есть средства для того, чтобы выкупить долю, а как бы что будет потом, уже неизвестно. Да, это всегда обидненько. Да. Ну, Что как упустили момент. все равно хорошо, что у вас вообще бизнес, во-первых, есть, во-вторых, работает, потому что с бизнесом у нас в последнее время все очень Да, тяжко. сейчас столько потрясений. Я вот сам, Тяжело. вот поверьте, да, как та шутка, что у каждого таксиста есть бизнес, а он катается для души. Я тоже хочу, чтобы у меня был бизнес, а я катался для души. Вот, но дело в том, что ничего не, вот только к чему-то там руки подтягиваются, хоп, тема отлетает. Поэтому я всегда радуюсь за людей, у которых есть рабочий бизнес или рабочая схема бизнеса, или вообще что-то рабочее. Поэтому я бы вот на самом деле с удовольствием бы взял бы пару уроков у таких людей, у которых все хорошо. И у вас бы взял пару уроков, если бы мне это помогло заиметь бизнес, а кататься для души. Вот я бы тогда бы был вот самым честным таксистом. То есть я реально бы ездил для души, а у меня бы был бы рабочий какое-то коммерческое предприятие рабочее. Было бы круто. Как вы думаете? Ну, вообще, у меня время есть. Если вы хотите, можете пойти со мной в ресторан. Даже так? Очень неожиданно, если честно. Мы можем пообщаться. Не, я же я не напрашивался, я просто вам сказал, что я расположен к, так скажем, к новой информации, и мне это действительно нужно, потому что, хочется тоже ездить в Москву, покупать доли у немцев. Я думаю, главное не бояться начать. А, да? Да. Ну, пойти на риск. Хорошо. Так, стоп, значит, я могу пойти с вами в ресторан, говорите, да? Да, рискнуть. Рискнуть. Так не, а вы, уверены? Я так задам вопрос. Вы уверены, что хотите преподать пару уроков Я никакой таксисту? ответственности за свои слова не несу, поэтому это будет просто разговор. Мы можем познакомиться. Зачем вы сейчас заднюю включаете? Я вас уже нарисовал в голове, что вы просто бизнес-гуру, у вас с собой там какой-то раскладная доска, маркер, там указка, и вы такие, сейчас я научу, вот нужно. К сожалению, опыта коучинга еще не приобрела. Только опыт ведения бизнеса. Знаете, вот честно вам могу сказать, прям положа руку на сердце, я не то чтобы даже с каким-то большим удовольствием, а с преогромным удовольствием воспользовался бы ситуацией. Но, к сожалению, я пока не таксую для души, вот, и для меня это средство заработка. И я, собственно говоря, сделал пару поездок всего, и мне бы хорошо бы сегодня еще, если честно, поработать. Поэтому, если бы это вечер был там, да, наверное, я бы уже после смены с удовольствием согласился. А так, как говорится, нужны деньги, вот и все. Поэтому Я думаю, это решаемая ситуация. Нет, решаемая как? Да, я доработаю, так скажем. Если вы только на вечер перенесете, тогда да. А по-другому, как ее решить, я, честно говоря, сейчас
Не, ну я могу, конечно, отказать себе в заработке, но... Ну, я на вечер, к сожалению, не могу перенести. Так. Но компенсировать ваше время я могу. Да не, ну перестаньте, мне кажется, что это вообще too much. Ну подождите, я, получается, напросился к вам на консультацию, не знаю, какую-то, а сейчас, получается, вы еще и платите мне за то, чтобы я с вами пошел в ресторан. Ну какой-то, блин, мне кажется, совсем лютая история, если честно, и тем более вы еще и девушка. Ну, И как бы я вообще у девушек деньги не привык брать. Я вообще за деловой подход. Если у нас бизнес-встреча, то я считаю, что любое время должно оплачиваться. Не, ну, блин, вы сами просто посудите, ну как так-то? Вы мне хотите заплатить за то, чтобы я дальше не работал. Мне кажется, что вы, ну, бизнесмен, если вы бизнес-вумен, да, и бизнесмен, вы считаете деньги, мне кажется, что это ну, немножко не те вложения. Ну, я бы, блин, не знаю, мне кажется, это много даже. Ну, вам-то самой как? Ну, я думаю, что у меня сейчас появилось свободное время, я хочу провести его хорошо. Так а вы, ну, деньгами так разбрасываетесь такими? У вас нормально. Для меня это... Я могу себе позволить. Любимый? Можете себе позволить? Поэтому... Вот тут я позавидовал вам уже какой раз, не знаю, да? Хотели улететь, покупать долю, работающий бизнес. Швыряете пятерики, покупаете время таксистов. Ну, блин, ну это... Ну, не таксистов, ладно, таксиста. Давайте так сделаем. Я вот ее сюда положу, эти 5000, ну, так вот, да, здесь. И пока брать не буду ее, да? Ну, вот, давайте не буду брать. Пойдемте вместе поедим, там попьем кофе, не знаю, может быть, вы шампанского попьете там, да. или еще что-нибудь. Я не знаю просто, что бизнес-вумен предпочитает. Ну, каждый, наверное, в такой день шампанское. В такой день шампанское. Или лучше красное вино. Лучше красное вино, отлично. Соответственно, я тогда с вами пойду. Вот, но мы, подождите, у нас же деловая встреча, правильно? Ну, на всякий случай я просто уточню, я просто без галстука, вот, чтобы я, ну, скажем так, не перепутал что-нибудь в процессе принятия кофе. А кофе меня, знаете, бодрит, ну, прям не по-детски. И чтобы я был в рамках деловой встречи, мне надо, ну, чтобы сознание приняло, что встреча деловая. Но я вам могу сказать, у меня такое впервые, честно. Обычно девушки делают наоборот. Дай мне денег, и я с тобой пойду. Ну, это правда, так это обычно бывает. А тут получается, вот вам денег, пойдемте со мной. Ну, то есть это для меня... Мне нужно это запомнить, принять. И вот сейчас, и еще я хотел сказать вам, что вы очень красивая. Спасибо большое. И это не за 5000, если что, я их не взял. Да, то есть это я просто... Блин, даже не знаю, сейчас, наверное... Для меня ситуация тоже удачно сложилась, потому что почему? у меня появилась компания, потому что так собраться с кем-то это тяжело сейчас. Кого-то позвать, так хотя бы и с кем пообщаться. Ну, я так понял, типа все на работе, а вы должны были улететь, поэтому вам на работе... У нас, да, встреча всегда запланированная, и так тяжело, конечно, спонтанно встретиться с кем-то. Ну, вы прямо даете мне силы, как солнышко, про которое мы... Как солнце, про которое мы говорили вот в самом начале поездки, которое вот раньше встает и напитывает какой-то солнечной энергией. Да. Кстати, ну, наверное, будет правильнее, если мы познакомимся. Меня Евгений зовут. Алла. Мерцают звезды под утро устало, в небе по имени Алла. Очень приятно, Алла. У вас очень теплые руки. Спасибо. Вы прям очень теплые. Ну ладно. Не знаю, можно это за комплимент принять или нет. Вы очень теплые. Так, ну хорошо. Ну хорошо, тогда шампанское. Ну я, правда, не смогу, я, как видите, за рулем. И это я ни на что не намекаю. Не нужно доставать еще денег, как этот вопрос решаем. Сколько стоит сейчас выкупить права? Вот вам сколько, не знаю, 300-500 тысяч, миллион. Давайте пьем, да? Я смотрю, вы все вопросы решаете. Я уже боюсь что-то говорить, потому что вопрос будет, видимо, решен. Вы меня смущаете. Да нет, это вы меня смущаете. Да. Просто это немножко сейчас напоминает какую-то, ну, не Золушка, а Залушок. Наверное, вот так будет правильно История сказать. Золушки. История Залушка. Ну, я же типа мальчик, у меня получается Залушок, да, Золушка мужского рода. Я не знаю даже, есть ли Вот Золушка. я на самом деле не верю в удачу. Мне кажется, что, да, есть обстоятельства, которые складываются определенным образом,
верить, что сейчас у меня этот потенциал Может прям быть, накоплен, просто прям накопленный накоплен. потенциал нашел. Да, я прям боюсь его даже расплескать, этот потенциал. Вот держу сейчас в себе просто аккуратненько, чтобы, не дай бог, не это. Да. Ну, хорошо. Алла, я очень рад, что вы сели ко мне в автомобиль. Надеюсь, это к лучшему. Это правда. Да я даже уверен, что это к лучшему. Но по вопросу 5000 мы вернемся после нашего... Почему я все время хочу сказать собеседование, как будто я уже побежал работать куда-то. Все может быть. Все может быть. Ну вот, видимо, да, видимо, вселенная вкладывает мне в рот В нашей именно слово... компании есть карьерный рост. Есть карьерный рост? Есть. Я лучше промолчу сейчас. Хорошо. Это прекрасно. Это прекрасно. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're... Так. Вот здесь предлагаю нам остановиться. И здесь оставить машину. Сейчас я чуть-чуть подальше отъеду. Вот здесь вот. Так, вам надо же что-то из вещей доставать или нет? Ну, я думаю, мы еще вернемся. Ну, может, вам тут просто, может быть, носовые платки, обучающие методички, какие-то... Нет. Так, а у вас же, у вас еще и безнал. Ничего себе. То есть я даже еще не мог бы быть джентльменом и сказать, что это поездка за мой счет. Ну, вот видите, вы все просто делаете... Поэтому у вас и с бизнесом все хорошо, понимаете? Именно поэтому. Надеюсь, что так и будет. Так, как я сказал, вот я шапочкой, чтобы никому в окошко не было видно, шапочкой прикрываю наши 5000 и иду. Все? Да, я помогу вам. Нет, стоп, дайте ручку. Вы шикарная женщина. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.